Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы будем вязать вместительную сумку под названием Мокка. Вам понадобится любой набор фурнитуры, донышко размером 30 на 15 сантиметров, молния такой же длины, как и донышко, 30 сантиметров, ширина 7 сантиметров. Любые ручки, они могут быть пришивные, либо как у меня на кнопках. Я выбрала длину ручек 60 сантиметров. 4 моточка полиэфирного шнура карамель толщиной 5 миллиметров. Подробная информация о пряже на вашем экране. Для вязания понадобится крючок номер 5 и крючок номер 4. Тот, который хорошо проходит через отверстия на кожаных заготовках. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо отмерить вспомогательную нить, с помощью которой будем закрывать все ряды в сумочке. Длина данной ниточки около 160 сантиметров. Для выполнения обвязки буду использовать крючок номер 4. Ввожу его в любое отверстие заготовки, подхватываю рабочую нить и протягиваю через основание. На пальчик укладываю рабочую нить, а вспомогательную отставляю в сторону. Подхватываю рабочую нить и формирую подъемный столбик. Далее провязываю столбики без накида согласно схеме, которую составила и для вас. В том случае, если вы используете точно такую же прямоугольную заготовку от пряжи Центр. Если у вас любое другое донышко, вы можете воспользоваться моими мастер-классами, которые найдете на канале в плейлисте «Донышки разных форм». На последнем столбике всегда закрываем каждый ряд. Вводим крючок в отверстие, где должны провязать последний столбик без накида. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание, отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную, которую отмеряли в самом начале. Подхватываем ее и протягиваем через все петли на крючке, полностью вытягивая ее. Теперь необходимо между последним столбиком и первым проложить вот такую верхнюю петлю. Для этого находим в самом начале первый столбик и второй столбик. Между ними верхняя петля. Под нее с изнанки на лицо вводим крючок за 2 нити. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем ее под этой петлей полностью. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. Для этого с изнанки вводим крючок за дужку, это задняя стенка от столбика, и направляем крючок в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Вот так это должно у вас выглядеть. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем через все петли. Ряд полностью закрыт. Эту ниточку необходимо подтянуть до размера всех остальных верхних петель. Вяжем корпус сумки, используя крючок номер 5. Вяжем первый ряд, он у нас подготовительный перед формированием узора. Мы провяжем столбики без накида в центр столбика предыдущего ряда. Находим ту точку, где завершили предыдущий ряд. Здесь располагается вспомогательная и рабочая ниточка. Вот он, этот столбик. Находим его с лицевой стороны. Вводим крючок в центр этого столбика таким образом, чтобы по обе стороны от крючка были ниточки. С изнанки та же картина. Дужка. Здесь у нас располагается вспомогательная нить, а с другой стороны уже провязанный столбик. Подхватываем рабочую нить, протягиваем на лицевую сторону. Обязательно расправляем эту петельку, чтобы она лежала ровно. Подхватываем рабочую нить
и формируем подъемный столбик. Перемещаемся под следующий столбик основания, вводим в его центр крючок, по обе стороны от крючка ниточки, с изнанки дужка и 2 ниточки по бокам. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем эту петлю на высоту рабочей петли на крючке, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Двигаемся далее и формируем столбики в центр столбика предыдущего ряда по такому же принципу, как я показала ранее. Вяжем до конца этого ряда без прибавок. Первый ряд закрывается по такому же принципу, как и предыдущий, на последней петле ряда. Мы вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту рабочей петли на крючке, отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Подхватываем ее и протягиваем через все петли на крючке, вытягивая ее полностью. Теперь нам необходимо проложить между последней и первой петлей этого ряда верхнюю петлю. Для этого мы находим первый столбик и второй столбик. Между ними верхняя петля. Под нее с изнанки на лицо вводим крючок за 2 ниточки. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем ее полностью. Возвращаем эту нить в ту точку, откуда она вышла. С изнанки вводим крючок под дужку, это задняя стенка от столбика, и направляем крючок в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем через все петли. Первый ряд закрыт, подтягиваем эту петельку до размера всех остальных. Начиная со второго ряда и во всех последующих мы формируем узор всегда одинаковым способом. Для начала рассмотрим конструкцию столбика без накида. С лицевой стороны это петля, состоящая из 2 ниточек. С изнаночной стороны это дужка, задняя стенка от столбика, и от нее отходят 2 ниточки. Нам необходимо всегда вводить крючок между двумя этими конструкциями. Вот таким образом. Начинаем мы с той точки, где завершили предыдущий ряд. Здесь располагается вспомогательная и рабочая ниточка. Вот он, этот столбик. Переключаемся на лицевую сторону. Вводим крючок под петлю с лицевой стороны. С изнаночной стороны у нас будет дужка, вспомогательная нить и еще одна ниточка от этого столбика. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем ее наверх. Эту петлю не стягивайте, она должна быть свободной. Подхватываем рабочую нить и формируем подъемный столбик. На петлю, которая сейчас на крючке, зафиксируйте маркер. Это будет точка, за которую вы будете соединять этот ряд. Вяжем вторую петлю второго ряда, находим следующий столбик, вводим крючок под петлю с лицевой стороны, направляя крючок вовнутрь. С изнанки у вас будет дужка и 2 ниточки. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту рабочей петли на крючке, подхватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Переключаемся под следующий столбик, также вводим крючок. Проверяем обязательно. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание, вытягиваем эту петлю на высоту рабочей петли на крючке, подхватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Вот такие столбики вы вяжете до конца этого ряда. Второй ряд закрывается точно так же, как и предыдущий, на последней петле этого ряда. Мы вводим крючок так же, как и во всех предыдущих столбиках, подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание, вытягивая эту петлю на высоту рабочей петли на крючке,
Отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Подхватываем ее и протягиваем полностью через петли на крючке, вытягивая эту ниточку полностью. Теперь необходимо проложить вот такую же петлю между последним и первым столбиком. Здесь на этой петле у нас как раз зафиксирован маркер. Находим первый столбик и второй. Между ними верхняя петля. Мы вводим крючок за 2 ниточки. Подхватываем вспомогательную нить, протягиваем ее полностью под этой петлей. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. С изнанки находим дужку и направляем крючок в центр петли, откуда вышла эта ниточка. Вот так это выглядит. Подхватываем вспомогательную нить и возвращаем ее обратно. Ряд закрыт. Третий ряд начинается точно так же, как и второй. Нашли точку, где завершили предыдущий ряд. Вводим крючок под петлю с лицевой стороны. С изнанки такая же картина, дужка, вспомогательная нить и еще одна ниточка. Подхватываем рабочую нить и протягиваем ее на лицевую сторону. Провязываем подъемный столбик. Переключаемся на следующую петлю основания. Точно так же, как и в прошлый раз, вводим крючок. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее и формируем очередной столбик без накида. Так вы вяжете на протяжении всего этого ряда. Вяжите корпус сумки на нужную вам высоту, с учетом фурнитуры, которую будете устанавливать в дальнейшем. Я провязала в корпусе 20 рядов. Если считать один ряд обвязки донышка, то 21 ряд. Кроме этого, я оставила пряжу для дальнейшего вязания на 4 ряда. Из 3 рядов я буду формировать отверстие для ручки, которая фиксируется на кнопку, и 1 ряд обвязки. Если у вас ручки пришивные или с помощью колец вы будете их устанавливать, то вяжите сумку сразу на нужную высоту и оставляйте пряжу на обвязку. Как посчитать, сколько пряжи необходимо оставить? Вы просто взвешиваете сумочку, провязываете 1 ряд и опять взвешиваете. Так вы вычисляете, какой расход пряжи на 1 ряд конкретно с вашей плотностью и вашими размерами сумки. У меня на 1 ряд уходит 31 грамм. Затем определяем точки, где у нас будут располагаться отверстия для ручек. И наносим разметку. Выделяем в боковых частях центры, с лицевой и с изнаночной стороны. От центрального маркера отсчитываете одинаковое количество столбиков, фиксируйте маркеры. Затем определяете, какой ширины у вас должно быть отверстие. У меня здесь получилось 2 столбика. От маркера я 2 столбика пропустила, на следующий фиксирую маркер. С этой стороны делаю то же самое. У меня вот это расстояние от центрального маркера 7 столбиков, на 8 зафиксировала маркер. С лицевой и с изнаночной стороны я выполнила одинаковую разметку. Если так сложилось, что начало ряда выпадает как раз на ту точку, где будет формироваться отверстие, то просто сместите в другую сторону начало ряда. Вводим крючок, как обычно, и начинаем провязывать первый ряд. Формируем подъемный столбик. Далее довязываем по рисунку до той точки, где у нас располагается первая разметка отверстия. Все отверстия для ручки формируются одинаковым способом. Последний столбик без накида провязывается в точке, где у нас зафиксирован первый маркер. Далее в верхней части провязываются воздушные петли. Их количество зависит от количества столбиков в основании. Здесь между маркерами у меня 2 столбика. Первый, второй. Значит, в верхней части я должна провязать 2 воздушные петли. И провязывать необходимо плотнее, чем вы вяжете обычно. Для того, чтобы в верхней части у вас не было перерастянуто. Подхватываю рабочую нить, провязываю первую воздушную петлю, подхватываю рабочую нить и провязываю вторую воздушную петлю. Далее переключаюсь
в основание, и там, где у меня зафиксирован маркер, я провязываю первый столбик. Далее вяжу по рисунку до следующей разметки и формирую отверстие на протяжении всего этого ряда, так как я показала. Этот ряд закрывается таким же способом, как и все предыдущие. И если вы в этой области протягивали ниточку, пропуская пару столбиков, то в конце ряда ее необходимо вязать при формировании столбиков без накида, для того, чтобы она спряталась внутри них и рисунок с изнанки читался на каждом участке одинаково. Вяжем второй ряд, довязываем до той точки, где у нас располагается отверстие для ручек, и здесь формируем столбики следующим образом. Провязываем последний столбик без накида. Далее, там, где у нас располагаются воздушные петли, мы формируем столбики без накида. Сколько здесь воздушных петель, столько столбиков необходимо провязать. У меня 2 воздушные петли, соответственно, 2 столбика без накида я должна в эту точку сформировать. Подхватываю воздушные петли, ввожу крючок в отверстие, подхватываю рабочую нить и формирую первый столбик без накида. Опять ввожу крючок в это же отверстие и формирую второй столбик без накида. Переключаюсь на основание и формирую столбики без накида, точно так же, как и во всех предыдущих рядах. Вот так должно все получиться. Вяжите самостоятельно на каждом таком участке одинаково и встречаемся в третьем ряду. В третьем ряду мы формируем узор таким же способом, как и во всех предыдущих рядах в корпусе сумки. В той области, где формировали во втором ряду 2 столбика без накида, мы вводим крючок так же, как в узоре на протяжении всего вязания. Подхватываем рабочую нить и формируем первый столбик без накида. И ввожу крючок под следующий и формирую второй столбик без накида. Эту область я провязала, довязываю до следующего участка, где формировала отверстие, и повторяю все то же самое. Вяжем этот ряд до конца самостоятельно. И вот такие отверстия для ручек у вас получатся после провязывания третьего ряда. Если у сумки из фурнитуры будут устанавливаться только ручки, то следующий этап вашей работы – это выполнение обвязки края изделия. Вы можете выполнить обвязку соединительными столбиками, и соответствующий мастер-класс находится на моем канале в плейлисте «Обвязка края». Если кроме ручек у вас будут устанавливаться еще, например, подкладка, молния или любая другая фурнитура, мастер-классы по всем этим этапам вы также найдете на моем канале в плейлисте полезности. Вот такая сумка у меня получилась. Я надеюсь, она получилась и у вас. Делитесь вашими отзывами в моем сообществе ВКонтакте. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас еще ждет очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!